Всем привет, меня зовут Нина Заславская, и сегодня я сижу на кушетке в роли клиента. Немножко такой необычный выпуск, но в этом выпуске мне будут делать брови. У меня имеется старый татуаж, и он такой не очень красивый, 10-летней давности. Я доверяю свои бровки моему топовому мастеру Оле. Всем привет, меня зовут Ольга, и сегодня я для Нины буду рисовать супер шикарные брови. И для начала мы приступим к отрисовке эскиза. У нас здесь есть старая форма и старый татуаж, поэтому нам нужно будет максимально подобрать форму таким образом, чтобы перекрыть старую форму и старый пигмент не просвечивал. При этом у Нины очень хорошие свои бровки, густые, красивые. Только концы пустые. Да, поэтому мы их будем заполнять. А вначале они достаточно хорошенькие, поэтому прям, я думаю, максимально сделаем такую натуральную растушевку, не чересчур. Да, я так и хотела. Я вообще думаю, вот здесь не надо перебарщивать, просто акцент на концы, потому что они такие прям очень пустоватые. Пустые. Но вначале в любом случае нужно будет добавить, потому что немножко есть старый татуаж, он просвечивает. Да, прям чуток, а то я Брежневым тоже не хочу быть, потому что у меня такие, густые в начале, а волосы светлые. И при отрисовке эскиза, помимо того, что я ориентируюсь на свой глазомер, который нарабатывается со временем, я обязательно проверяю все с помощью подручных средств. То есть я не просто на глаз рисую, но и стараюсь себя немножко проверять. И использую для этого лук для отрисовки бровей. Мне прям очень нравится. Изначально, когда мы только учились, рисовали всегда только на глаз. Потом начали появляться новые подручные средства. И отрисовка эскиза прям не занимает много времени. Ну и форму я, конечно, всегда рисую прям максимально по своей же форме бровей. Не придумаю ничего нового. На другой стороне точно так же соединяю все три точки. Соединяю их таким образом, чтобы повторить форму и природный рост бровей. Ну и немножко, конечно, тут придется поработать со старым татуажем. Сильно кардинально не получится поменять что-либо. Ну и старая форма, она в принципе тоже по форме своей же бровей была. А сколько раз удаляла старый татуаж? Ой, у меня же вообще я 10 лет назад первый раз сделала. И все даже когда не начала заниматься перманентом, вот только-только обучалась, и мне сделала напарница. Когда училась, она причем такая: может быть, я на тебе потренируюсь? Я такая: давай, и она мне просто забила по самое, не хочу. Потом я перекрывала это все, как и все клиенты не хотят удалять, я также не хотела. Когда еще не понимала, к чему это ведет, когда бесконечно перекрываешь. И потом у меня, конечно, получился слоеный пирог, и я начала удалять лазером, ремувером, но осталась вот эта вот зеленца, такая вот синева где-то. Ну, пигменты были тогда совсем другие, татуировочными чаще всего все делали. Поэтому я уж удаляла, больше не могу рисовать просто. На себе вообще очень сложно рисовать форму. Наконец-то ты приехала, у меня будут брови. Я вообще очень хотела сначала волоски делать и удаляла специально для этого, но так как я все-таки не удалила до конца, то подумала, что оптимальнее будет все-таки перекрыть пудрой, потому что вот эта зеленца некрасивая будет просвечивать. Вот, ну и у меня такие концы прям пустые, а начало густое, поэтому будет не совсем сбалансированная такая бровь. Все равно, когда волоски делаешь, они полупрозрачно заживают. И на таких густых бровях, особенно когда концы пустые, все равно акцент будет в самом начале на головке. Поэтому я подумала, что все-таки лучше пудру сделать. Ну, я уже хочу брови. Хоть какие-нибудь. Но пудра тоже круто смотрится. Мне вот тоже пудра нравится. В принципе, тогда свои бровки неплохие. Просто форму подчеркнуть пудрой тоже классно. Ну да, когда уж совсем лысые брови, там не хватает волос, не такие густые, как у меня, то круто волоски смотрятся. Немножко брови еще по-разному растут. Одна чуть погуще и кончик вниз. У меня прям вообще углов нет. Поэтому надо мне помочь. Хорошо, что твой клиент мастер. Ну,
Да, по-моему, отлично. Может, пониже или совсем низко? Низко, будет? мне кажется, не нужно, вот потому что вот здесь мы рисуем по своим же бровкам, здесь ниже не будем, наверное, опускать, потому что тут пусто будет. А здесь мы чуть-чуть, тут рост гуще, чем тут. Ладно, окей. Мне нравится форма. Просто еще если ниже опустишь, она совсем прямая, скажи, да, будет. и прямая будет, и плюс, там в принципе нету роста волос, и не стоит надавливать. Я причем тут отращивала вот эти вот единичные волоски, я-то думала, что я волоски буду делать, волосковую технику. Но так как волоски мы делать не будем, то, наверное, да. Я думаю, так и сделаем. Тем более же еще вот эта синева сверху, чтобы она не просвечивала. Перекрыть ее. Так форма крутая. Не люблю шапки просто. Мне что-то не очень шапки идут, вот если только так. Ладно, надеваю. Ну что, сначала я приступаю к закреплению формы нашего эскиза. Кстати, вот я тоже, как Нина, работаю без первичной анестезии обычно. Легонечко прохожусь, просто намечаю форму, процарапываю кожу. Не больно? Я думаю, ты скажешь, кстати, я тоже, как Нина, работаю левой рукой. Это тоже, да. Как тебе левой рукой работает? Наверное, так же, как людям с правой. А то все мне задают этот вопрос. Тебе тоже, да? Ага. А как ты левой работаешь? Очень такая машинка мягкая, конечно. Полностью прохожусь по всей бровке. Акцент я делаю на форму именно, на свой эскиз, чтобы мне его сохранить, чтобы когда я сейчас все протру, не было такого, что я просто так впустую прошлась. Так приятно. Приятно, когда ты понимаешь, что у тебя скоро будут новые брови. Мечта многих клиентов, которые долго удаляют. У меня даже была клиентка, которая, мы с ней тоже удаляли определенное время. И мы с ней сделали брови, которые она очень-очень сильно хотела, долгожданные. И она прям подошла к зеркалу после процедуры и заплакала. Прям вот заплакала. Так трогательно было. Может быть, я тоже буду плакать в конце. От счастья. Или нет? Не пугай меня. Кстати, я вот все процедуры делаю, это глаза, губы и брови. Как ни странно, мне больнее всего почему-то брови делать. Но сейчас я вообще ничего не чувствую. Но до этого, да, больнее всего брови. Хотя, считается, что брови это самая такая лайтовая процедура. Я вот прям на первом проходе, когда закрепляю форму, стараюсь работать очень легонечко, чтобы, во-первых, я работаю без анестезии первичной, чтобы клиенту было комфортно, не больно. Я прошлась и немножечко себя проверю, как у меня укладывается. Ну что ж, мы все протерли и ничего не осталось. Ладно. Да ладно, сейчас анестезию нанесем, все увижу. И то же самое со второй бровкой, точно так же фиксирую форму. Уже начинаю работать с кончика на себя. Мне почему-то так удобнее. И мне. Да, вообще с темных участков легче всего начинать. Потому что светлые перетемнил, и все, уже назад пути нет. Не больно? Вообще не больно, вот только хотела сказать. Я тоже сейчас без анестезии все делаю, без первичной. Я не вижу смысла, потому что очень поверхностные техники, но реально терпимо. Мне, видать, в те разы набивали очень сильно, из-за этого у меня зелень до сих пор не уходит. Иногда клиентам вот просто морально легче, когда им анестезию первичную наносят, даже если она особо ничего не изменит. При этом я вот всегда большой страх с самого начала сделать больно. Особенно с зонами глаз и губ. Поэтому всегда прям так легонечко, очень аккуратно работаю. Потому что некоторые мастера прям кладут руку на лицо, давят
сильно натягивают кожу. Очень. У тебя были когда-нибудь клиенты, которые прям все, я не могу? Нет, кстати, чуть-чуть, слава богу, таких не было. Ну, потому что я прям, мне вот когда клиенту больно, мне самой морально очень тяжело работать. Очень. Да, конечно. Я прям не могу, я вся изведусь. Немножечко подщипаем лишние волоски вне формы. Я вот после первого прохода обязательно убираю лишнее, чтобы четко видеть форму. Я так устала рисовать себе брови. Вообще так, кстати, тяжело нарисовать самому себе брови. Это вообще... А клиенты, кстати, когда приходят, они очень смотрят на твои брови. Иногда прям приходят, говорят, хочу как у вас. Да, кстати, частенько. Мне как у вас, пожалуйста. И мне, как у вас, пожалуйста. Но есть те, которые говорят, мне, пожалуйста, не то, как не у вас. Да, да, у меня тоже такие были. Это вообще... Можно только не как ваши. Я говорю, а что с моими бровями не так? Ну, чтоб они другие были. Ну, не такие. И так брезгливо. Я вообще все близко к сердцу воспринимаю. Я потом думаю, блин, у меня плохие брови. А у меня однажды была одна блогер, такая популярная, пришла ко мне на брови со старым микроблейдингом. У нее прям синие, ужасные нитки, вот эти бревна. Но сама знаешь, что после микроблейдинга же вообще трэш. Вот эти вот рубцы, форма такая угловатая, прям тонкие-тонкие. И такая, я хочу вот красиво. Я говорю, ну давайте удалим. Вы что? Мне нравятся мои брови. А вот у вас вообще некрасивые. И я такая, почему? Я говорю, где некрасиво? Но они слишком широкие. Это вообще... Вот посмотрите на мои брови. Вот это красиво. Я такая, понятно. Да, у каждого своя понятие красоты, конечно. И вот, кстати, когда форму, если теряешь, все равно есть всегда ориентир в виде своего роста волос. Вот как они растут, примерно так же я и прокрашиваю брови. Верхнюю часть мы сделаем более воздушной, чтобы не было сильной четкости. Но при этом там, где у нас не хватает волосков, пустое пространство, мы все равно, конечно, будем заполнять поплотнее, чтобы когда бровки заживут, не было пустоты. Потому что там, где волосы есть, всегда смотрятся ярче и темнее, насыщеннее. Поскольку у Нины есть старый татуаж, и он немножечко таким более холодным оттенком отдает, мы при этом все равно не использовали корректор. Мы сразу решили взять пигмент, но просто более тепленький, чтобы он хорошо подходил к тону волос. На масте, да, ты работаешь? А какой маст у тебя? У меня, я разные масты пробовала уже. Это на самом деле бывает, ученицы спрашивают, на какой машинке лучше работать, с чего начинать, чтобы машинка была хорошая. Но на самом деле все очень в большой степени зависит, наверное, больше от тебя, нежели от машинки, мне кажется. Даже с хорошей машинкой, и если техника не отработана, не получится сделать классные бровей. Согласна. Поэтому не всегда все, конечно, от машинки зависит, сколько от самой руки. Но, конечно, все равно материал играет роль. Ну, масты вообще, кстати, многие хвалят, и многие такие популярные мастера на мастах работают. И говорят, что у них достаточно мощный мотор, но почему она такая дешевая? Потому что внутренность, там все такое, типа из пластика сделано. То есть если ты ее будешь ронять, то не будет это слишком долго все служить. Ну и как бы больше такая одноразовая, как будто машинка. Не, она хорошая, с ней можно также и мини-татуировки делать, вообще без проблем.
и все зоны, все процедуры. А ты сейчас же татушки делаешь, да? Да, мы постепенно запускаем студию Я тоже хочу. Сделаешь мне татушку? Обязательно. Не, на самом деле, мне вот прям очень понравилось делать мне татуировки. Я всегда, на самом деле, мечтала именно татуировкой заняться. Ну как вообще, сложнее, чем перманент или нет? Нет, вообще не сложнее. Я бы сказала, интереснее. Может, мне просто уже приелся татуаж, и мне хочется чего-то нового попробовать. Мне прям нравится, прям с интересом. Когда большие татуировки, конечно, делаешь, тут прям очень устаешь и думаешь, блин, я лучше 10 бровей сделала. А ты большие тоже делаешь? Я одну сделала, да, такую достаточно большую. То есть с тенями? Да. Ничего себе. И это причем была, наверное, вторая татуировка в моей жизни, которую я вообще делала. Получилось. А что там неплохо. было? Что за татуировка? Ну, пришел молодой человек, собственно, он сам тату-мастер, он мне подсказывал вообще, как работать с татуировкой. И по его эскизу мы делали. Цветная? Цветная. Ну, мы там два цвета использовали, красный и черный. Мне, кстати, очень нравится вот именно такое сочетание цветов татуировки. Красный прям, мне кажется, очень классно смотрится. Я бы сама хотела себе маленькое красное сердечко сделать, наверное. Ну, ты сама себе можешь, мне кажется, его сделать даже. Не знаю. Или ты хочешь в недоступном месте его сделать? Ну, я бы хотела... Да, не совсем доступно. Так, пошли провокационные темы. Как раз подводка, как показать сиськи. Потому что... А где? Вот здесь. Реально вот здесь я хотела. Ну, типа вот здесь. Где? Не понимаю. Вот здесь? Или здесь? Нет, типа между сисек. Ну, наверное, вот здесь где-нибудь. У нас уже вырисовывается бровка. Очень красиво. И сразу можно обратить внимание, что когда вот бровку заполняешь, когда она приобретает форму, она сразу немножечко и сужается. На моменте отрисовки эскиза всегда бровки смотрятся шире, чем по итогу они получаются. Прорабатываю, как вы можете заметить, бровку я немножечко хаотично, то есть у меня нету четкого плана, как прокрашивать. Просто смотрю, где у меня меньше пигмента и прям пудрю. И вот верхнюю границу я всегда не ставлю вот это, вообще растушевываю эту границу, чтобы не было никакой четкости. А растушевываю я ее таким образом, что я выхожу за пределы немножко. Не нужно бояться выходить за эти пределы, потому что когда я протру, она просто размоется, вот эта граница. И не более того, бровь не станет от этого сильно шире или потеряет форму. Просто мне хочется, чтобы бровка выглядела максимально естественно. Не было никакой излишней четкости, графичности, как раньше делали брови. Чтобы это выглядело при заживлении, как будто бы просто немножко тенями подкрасили. Я считаю, перманент сейчас как раз-таки развивается в ту область, когда макияж должен выглядеть прям супер естественно и натурально. И вот головку брови я прорабатываю в самую последнюю очередь, потому что это у меня самая светлая часть бровки. Основная область, где я закрашиваю, это, конечно, пустые пространства и кончики, чтобы создать градиент, такой плавный переход. И опять-таки вот вы можете заметить, что волосистую часть я прорабатываю не так усиленно и плотно, как там, где нет волос. Ну и, конечно, несмотря на то, что я прорабатываю хорошо пустые пространства, обязательно нужно прям убирать волоски, если тем более они очень густые, и чтобы не было ни в коем случае никаких пробелов между волосками, чтобы пигмент лежал прям равномерно и с плавным переходом.
Постепенно эту бровку мы завершаем уже. Сейчас я перехожу к головке брови, дорабатываю ее. Ты быстро делаешь. Вообще молодец. Я больше делаю. А сколько вот у тебя по времени в среднем процедура занимает? Ну, если это брови, то примерно около часа. Редко, когда дольше. Ну ты даешь вообще. А волосковая техника? Волосковая техника, она немножечко более сложная в прорисовке, поэтому примерно часа полтора. Серьезно? Да. Правда? Как? Как ты это делаешь? Не знаю. У тебя где-то моторчик спрятан? Чуть-чуть подольше. А ну самый максимум, сколько ты самое долгое делала? Процедуру бровей, пудровых или Ну вот, волосков? допустим, волоски. Максимально, ну, когда училась, только часа, наверное, 2-3 точно делала. И я такая с утра снимала ролик, 4 часа делала брови. Нормально. Ну, там мужская укладка уж что. Ой, Много может, ты меня волос. укусишь? Ну, я вот прям максимально прорабатываю те участки, где у меня просвечивает старый татуаж, чтобы максимально его перекрыть. Потому что, когда корочка сойдет, вместе с ходом корочек бровь посветлеет. И старый татуаж он может просвечивать. Поэтому нужно постараться проработать таким образом, чтобы его не было видно, чтобы он максимально перекрылся. Ну, конечно, на коррекции мы будем дорабатывать этот момент полностью. Спрячем, скроем старый татуаж, чтобы его видно не было, он не просвечивал. И вот небольшой секрет от меня, вот как я прорабатываю головку. Когда мне нужно сделать максимально полупрозрачной, чтобы у меня бровка уходила в никуда, чтобы не было никакой четкой границы, вот особенно в этой части, потому что очень важно, чтобы не было никаких квадратов и четких линий. Я прохожусь один раз, не плотненько прям, напыляю эту область и обязательно не ставлю себе никаких границ. Вот даже, например, на базовом курсе я смотрю, девочки ставят себе границу и прям до определенной границы растушевывают. Это я считаю неправильно, потому что таким образом ты просто создаешь себе квадрат, и это смотрится не очень красиво. Поэтому я один раз прошлась, протираю сразу же и немножко на влажную кожу прохожусь и напыляю, продолжаю напылять, не ставя себе никаких границ. И снова тут же протираю, и снова напыляю. Таким образом, напыляя постепенно и несколько раз, наслаивая пигмент, у меня вот эта вот область, эта зона уходит абсолютно в никуда. Здесь нет никакой четкости. И заживает она также очень полупрозрачно, очень мягко, с плавным градиентом. И смотрится при этом прям натурально. Прям каждый проход я протираю, смотрю остаток, чтобы не переборщить. Потому что очень важно, чтобы в этой зоне смотрелось естественно. Ну и, конечно, вот нижнюю часть я немножечко на нее делаю акцент, чтобы у меня просто форма не потерялась. Можно прям смело немножко наискосок выходить, распылять все границы. И никогда не бойтесь немножко уводить вверх, потому что когда вы протираете каждый проход, вы просто размываете границы, но не создаете себе неровные линии какие-либо. Немножечко, вот часто бывает, где-то волосочков побольше растет, где-то поменьше, и где-то вот есть пробельчики. Эти пробельчики прям важно пудрой прокрасить, перекрыть, чтобы пигмент как будто бы лежал равномерно.
Поэтому пробелы я всегда прорабатываю тщательнее, там, где нет волос. Всегда немножечко побольше прокрашиваю. И обязательно часто-часто протираю, смотрю, как у меня ложится краска. Очень важно не перетемнить тоже брови. Особенно на первой процедуре, потому что всегда проще добавить, нежели потом убирать. И то же самое, вот когда клиент к вам приходит первый раз, чаще всего многие боятся татуаж делать, потому что боятся, что брови будут слишком темные, потом это еще не смоешь просто так. Поэтому на первой процедуре мы всегда делаем по-естественней, по-натуральней, чтобы клиенту было привычно, чтобы девушка походила, посмотрела, привыкла к новым бровкам. И уже на коррекции она сама попросит вас сделать ярче. Да я привыкну, ты не переживай. Можешь сразу ярче делать. Типичный клиент, да, такой? Мне, пожалуйста, черные. А у меня, да, у меня действительно была такая клиентка, ну, она есть, надеюсь, она не будет смотреть этот ролик. Не будет, говори. Которая, ну, прям вот очень часто приходит на коррекцию бровей и просит сделать ярче, ярче, темнее, темнее. Там уже некуда делать темнее, там уже просто не стоит перебарщивать. Я стараюсь убедить ей в том, что ей это не нужно. Ну, бесполезно. У меня тоже есть такой клиент. И он парень. Теперь, когда эту бровку я практически завершаю, на другую бровь я наношу анестезию, подготавливаю ее. И вот будет прям супер классно смотреться, если вот немножечко бровки уложить еще гелем. У меня реально была клиентка, которой сбрили брови. Ей сбрили? О, Господи, я представила, что ее так зажали, поймали и просто сбрили брови. Это так было? Она пришла на микроблейдинг, ей перед процедурой сбрили полностью брови, чтобы нарисовать брови. Капец. Волоски, сбрить волоски, чтобы нарисовать Какой-то волоски. мем, да. Я не понимаю, зачем девушки щипывают брови, чтобы нарисовать новые брови. И вот после того, как ей сбрили, сделали микроблейдинг, прорезали все луковицы и все. Бровей просто нет. Одна волосинка торчала. Жесть. А у меня была, короче, клиентка вот 10 лет назад, когда я только начинала. Она пришла, вот у нее ни единого волоска, ну, нарисованные брови. И она такая, а я сама сбриваю. Да, мне, я говорю, зачем вы сбриваете? Ну, мне не нравится, когда волосы на бровях. Я говорю, в смысле не нравится? Ну, как так? Ну, потому что каждый день я рисую новую форму. Сегодня я няшечка, завтра я там злая стервочка, там, это вообще жизнь. Я думаю, кошмар. Я говорю, а зачем вы тогда набивать-то пришли? Как бы уже рисовать-то разные образы не получится. Ну что, вот мы и закончили. Нина, ты только не пугайся. Ой, как классно вообще. Мне очень нравится. Спасибо тебе огромное. Класс. Ура, наконец-то я с бровями. Спасибо. Как вам мои брови? Напишите в комментариях.